Я приветствую вас. С вами Лика. Сегодня мы разложим карты на тему, которая болит у многих, да? Тема расклада «Ты мой урок или моя судьба». Это видео для тех, кто чувствует особую связь, но не может понять до конца, что за ней дальше вообще стоит. Куда двигаться, что делать, да? Для тех, кто застрял также в непонятных отношениях, что тянет, а зачем и куда, тоже возникает вопрос, да? Сейчас подумайте о человеке, сконцентрируйтесь на нем, на его энергетике, мысленно. И давайте приступать. Сейчас отпускайте все мысли, освободите голову, расслабьтесь. Сейчас мы с вами посмотрим энергию между вами, что происходит на энергетическом уровне. Это будет сигнификации. Слушайте, смотрите, если откликается, оставайтесь. Что сейчас между вами? Между вами идет энергетический обмен. У вас реально есть связь, вы связаны на энергетическом уровне. А может быть, выравниваете сейчас какие-то процессы между собой, но это взаимно. По жрице у вас связь на духовном уровне. Что-то для вас тайное в ваших, да, отношениях, ну, в принципе, у нас сегодня такой расклад, что вы не знаете, что и как, да, за этой завесой. Но жрица — это очень глубокая карта в плане, когда энергетической связи спрашиваешь. Она подтверждает, что энергетическая связь есть. Также есть новые планы. Желание выйти на новый уровень. Каких-то проектов даже, я скажу, таких в плане этой связи. Да. Двойка чаш подтвердила жрицу. Это тоже связь, это глубокая связь, это любовь, взаимность, поддержка. То есть, ну, на этой карте все, сами видите, все понятно. Что между вами, да? Прекрасная связь. Во-первых, вы вышли в сигнификации не он, не вы, как личность. Здесь именно показали, какая связь между вами. Энергообмен. Чудесно просто, чудесная карта. Завершение этого ряда. Сами видите, да? В центре это жрица. Это старший аркан, основа всего. И паж пентаклей говорит о том, что впереди, не буду забегать сильно, да, мы сейчас будем разбирать, но впереди у обоих в поле есть желание развития. Если откликается, повторюсь, оставайтесь. Поехали дальше. Давайте посмотрим на него. Кто вы для него, да? Чтобы нам разобраться. Сейчас, секунду. Сделаю чуть повыше. Вы уже эти карты видите? Кто вы для него? Подумайте опять об этом человеке, о котором хотите сегодня все узнать. Давайте посмотрим, как он ощущает эту связь между вами, его мысли, чувства, да? Давайте разбирать. Вот как. А ему больно, плохо, разбитое сердце. Ну, это просто и траур по любовным отношениям, и разлука. В общем, очень больно. В принципе, вы здесь все понимаете. На этой колоде здесь интуитивно понятно по картам. Ситуация такая. Почему ему плохо и больно? У него было желание обрести с вами очень... То есть сейчас мы переходим в процесс, да? Почему он так ощущает эту связь? Он сейчас в данный момент не видит от вас взаимности.
Помните, шестерка пентаклей, да? То есть это то, что между вами существует. А это мы уже разбираем, как каждый человек проецирует свои мысли, да, и взгляды на все остальное от себя уже, на эмоциях, на мыслях, на чувствах. Вот мы и разбираем дальше. Смотрите, он не видит от вас взаимности. Желание обрести триумф, то есть не только, да, вот здесь еще, кстати, жрица, я мне сказала, она бывает, и это просто платоническая очень, ну, как бы связь, энергетическая, да, связь. Триумф в планах быть с вами вот так. То есть по десятке чаш рядом, счастливый, может даже создать семью, да. Любовь. Но вы от него отдалились. Я не знаю, может, мы сейчас разбираться будем, ссора произошла, или вы не вместе, или вы просто пересеклись и поняли, что этот человек ваш, вы прямо чувствуете, да, как говорю, название расклада, бывает такое, что ты чувствуешь, что что-то есть, что что-то происходит на глубинных уровнях, да, в глубине где-то ты понимаешь, но головой ты думаешь, может быть, это вообще не так, может быть, это иллюзия, может, я сама себе придумала, да. Вот мы и разбираем. Нет, у вас есть хороший фундамент, но, я говорю, вы либо могли поругаться, расстаться, либо он от вас взаимности в данный момент не видит, потому что вы от него отвернуты. Девятка пентаклей – это женщина не в союзе, это женщина, которая сама по себе, она может быть даже одинокая, ну, бывает даже так, что она замужем, но она сама по себе решает все вопросы, личность индивидуальная, так скажем, независимая ни от кого. То есть понятно, да? Разбито сердце, нет триумфа, нет победы. По шестерке жезлов он хотел быть вашей звездой. Он хотел вот так, а вы вот так. Вы от него еще спиной к нему стоите. То есть не путайте игру фундамент потенциала, да, и то, что происходит. Нам просто карты показывают. Вот потенциал заложен с его стороны. Давайте посмотрим тогда. А как он вас тогда видит? Вот по девятке пентаклей разберем, да? Как он вас видит? Почему так? Вот как. Сейчас я вам все скажу. Он видит вас так, что из-за него, ой, из-за вас, ему, то есть пришлось проделать огромный процесс трансформации внутри. Даже скажу больше, фундамент был, но вы, так как вы здесь хоть и не императрица, но эта карта, скажем, отзеркаливает императрицу во многих ее аспектах, да, что я повторюсь, это независимая, уравновешенная, взрослая личность. Женская энергетика здесь хорошая, прям яркая, сильная. Фундамент есть в материальном смысле. Все хорошо, яркая в том, и внешне яркая, да, и друзья есть, и работа, ну, то есть независимая девушка, да, женщина. Скорее всего, могло произойти так, что вы считали, что он для вас не подходит. То есть в глубине души вы понимаете, что он вам дорог, что вы что-то с ним испытываете очень глубинное и серьезное, но на материальном плане вы, как бы, да, здесь в жизни, вы как бы не подпустили его настолько близко для этого союза. Из-за этого разбилось у него просто сердце, вы ему разбили его. И по четверке император, то есть, да, четверка у нас император, старший аркан, он вырос через трансформацию. То есть он был вот в таком, вот его планы, любовь, он витает в облаках, там подарки, цветы и все остальное. Но такое впечатление, что вы ему поставили как бы условия или дали ему понять об этом. Ты должен быть императором. И у него пошла трансформация, перерождение. Еще может срезонировать так, что его сломало. То, что вы его в какой-то степени, может быть, даже сильнее. Духовно, сильнее энергетически, как женщина сильнее. Он чувствовал себя императором, пока сердце не разбилось. И трансформация пошла, что он любит. И ему нужно работать для того, ну, то есть вкладываться сейчас так, чтобы вас завоевать. Ну, вот так он вас видит. Такое впечатление, что вы просто императора уничтожили в плане того, что вы своей мощью, да, назовем это так, заставили его переродиться в более чувственного мужчину. Еще так может сыграть. Может быть, он слишком четко все расставил, четко хотел, но реально обломился. Ну вот, простите, меня больше здесь никак не скажешь, потому что
и прекратилась его власть, власть императора над вами. И он вот так вот сейчас стал. И ему еще нужно работать над этим, чтобы вот этого добиться. Может быть, он хотел все и сразу. Получил, к сожалению, не так, как хотел. Или к счастью, не знаю, здесь судьба сама расставит на свои места все. Давайте посмотрим тогда, какую роль вы сыграли во всем этом. Все-таки доразберем этот ряд. Трансформацию мы уже видим, но давайте посмотрим. Как бы, да, подтверждение того, что мы сейчас обговорили. Какую роль вы играете в его жизни в данный момент, в этой связи? Так, ну, во-первых, да, императора он потерял, это 100%. То есть он был императором, когда вы встретились, когда вы о нем узнали. Он прям такой высокопоставленный, так скажем, человек. Я сейчас имею в виду не статус, а именно, ну так, на энергетическом плане, уверенный в себе. Все знаю, все могу контролировать, все под моим контролем, да. Человек привыкший, который никогда ему не скажут «нет». И здесь появляетесь вы в его жизни. Он такой, ага, вот сейчас все, в принципе, сложится. Хотя помыслы, честно скажу, были у него хорошие, по десятке чаш. То есть он не просто там хотел вами манипулировать или подстроить вас под свои законы, под свою вселенную, так назовем, да, нет, он хотел. Но вы потенциально, как жрица, здесь может сыграть сигнификация. Сейчас сюда ее немного, так сказать, призовем, да, в эти ряды, что вы почувствовали на интуиции своей, вы почувствовали, что да, взаимность идет, планы есть, любовь есть, связь, а что дальше с ним будет, вы его приостановили. И он разбился. И он такой, оп, а как так? А я больше не император? А я теперь люблю еще больше. У меня чувственность появилась. То есть вы его поставили перед выбором. Либо он прагматик, либо он романтик, любящий вас всем сердцем. И ему нужно над этим работать, чтобы вы были рядом, понимаете? То есть двойка чаш, девятка пентаклей, восьмерка пентаклей. Вот его ряд. Чтобы быть с вами, ему нужно приложить усилия. Императором вы не то, что не хотите его видеть таким мужчиной, который все решает, контролирует и так далее. Вы не видели в нем чувственность. Все, он впал в тоску, в депрессию даже где-то в глубине. Может, кстати, не показывать. Императоры, у них такие черты есть, когда они не показывают этого, это скрытность. Да, и, кстати, это к тому же говорит, что он не показывал настолько свои чувства, поэтому вы тоже могли закрыться. Трансформацию. Пришло ему от вашего какого-то посыла выбор. Ты должен сделать выбор. Ну, либо я, либо живи со своим императором, как говорится, сам. Ну, вот такую роль вы у него сыграли в жизни. То есть он сейчас думает, он горит этим импульсом, что я хочу быть с ней, я хочу работать в этом направлении. Ну, давайте теперь перейдем к вам. А кто же он для вас? Да, разберем. А кто же он для вас? Как вы, давайте посмотрим, ощущаете эту связь на самом деле. То есть теперь с вашей стороны, с его мы рассмотрели, да? Теперь смотрим с вашей. То есть настоящая для вас эта связь или иллюзия, это муж, которую вы себе в голове накручиваете? Что с вами происходит? Давайте смотреть. Подтверждение того, что... Сейчас я ряд доложу и вам все расскажу. Это прям интересно. Очень. Подтверждение того, что вы девятка пентаклей. Вышла королева пентаклей. Это уже старшая карта, да, то есть показывает о том, кто вы. Вы вот такая. И теперь мы возвращаемся к вопросу, как ты ощущаешь, да, эту связь с ним. А тебе нужен вот он такой. Ну, сейчас здесь не важно, как вы сидите, сейчас мы не на это акцент ставим, да. С вас начинается ряд, ваша сигнификация. Он нужен вам вот такой. То есть вы видите в нем супруга, не императора. Это, вот я вам говорю, императоры, они в каких-то моментах могут быть даже эгоистами. То есть они настолько бывают черствыми, и от него вы не увидите там подарков, добрых слов, уюта. Нет, он будет зарабатывать деньги, он будет контролировать все, у вас будет все.
Но это вот, ну, вы сами понимаете, император это тот, кто правит народом, да. И вот вы будете как этот народ рядом с ним. Если вы сама не императрица, и он вас не видит в роли императрицы, а видит вас простую земную женщину, но очень родную, да. Вот вы хотите быть для него родной, то есть вы видите эту связь, и где-то чувствуете ее по жрице, а он должен быть вот для... А король Пентаклей это уже другая сторона, это не император, это человек надежный, верный, он стабилен во всем. Ну, несовершенства, конечно, такого не бывает, да, мы с вами все простые люди и все понимаем. Но с ним тепло, уютно, комфортно. И вы одной масти идете. Вот как вы видите эту связь. Смотрите ряд. Здесь вы совпали, здесь вы совпали. То есть связь у вас однозначно есть. Это не иллюзия. Вы реально влюблены в друг друга, вы любите глубоко, у вас вышли и влюбленные, и двойка чаш в начале, да. Сейчас у нас здесь показывает вашу связь. То есть вы, как я вам сказала выше, вы сказали сделать ему выбор. Либо мы вот так, либо ты оставайся со своим императором. И закрылись, как я вам говорила. А он пущай думает. Вот так вы видите эту связь. Так что вы ее больше на интуитивном уровне чувствуете, чем он. Он считает, что ему надо меняться, что что-то не так, а почему. То есть у него сейчас вот этот мыслительный процесс, импульсы и желание поменяться есть. У него нет плохих мыслей, у него есть желание поменяться. Это хорошо, что вы его к этому трансформировали. А у вас на интуитивном уровне все как сработало, как я вам выше сказала, через интуицию вы поняли, что он должен стать для вас родным. Но для этого ему нужно приложить усилия. Императором вы его не примете. Поэтому вы закрылись. Давайте посмотрим, зачем вам эта связь, зачем тебе эта связь, да? Зачем тебе эта связь? Чтобы любить, чтобы научиться любить по-настоящему. Вот, императрица вышла. Интересно. Вам связь для того, чтобы вы выросли. А знаете почему? Чтобы вы выросли в императрицу. А чтобы вы не разменивались. У вас очень сильная энергия, очень яркая энергия. Вы прям женщина, которая может подарить очень многое мужчине. По королеве жезлов, ну, сами видите, какая она, да? Яркая, красивая. Энергетика прям тут огонь. Но для чего дана связь? Это ваша любовь, ваше сердце открывается в этой, ваше внутреннее я раскрывается с ним, понимаете? Вы становитесь в энергии императрицы, входите. Здесь даже не то, что вы для того, чтобы выросли до нее, а вы научились жить в энергии императрицы. Я говорю еще раз, не путайте императора сейчас, да, про которого мы выше поговорили, это как бы была сторона характера мужчины. Сейчас мы говорим здесь об энергии императрицы, потому что она идет по ряду со жрицей, да. Чтобы вы научились любить себя, чтобы вы научились любить то, что внутри вас. А у вас вот такая энергетика. И не разменивали ее. Плюс здесь такая, что вы вот в этих иллюзиях и думаете вот в своих эмоциях, а вдруг это не он, а вдруг я себе все придумала, а может мне все кажется, что мы там проходим, я там что-то пытаюсь, а вдруг у него вообще другие мысли. То есть вас учат через эту связь полюбить себя, стать женщиной для него. Он сформируется, позже посмотрим. Из девятки пентаклей вы уже выросли, а это вам говорят, научись любить себя. Полюби себя, ты прекрасна. Вот, чтобы вы себя ценили, не надо ни за кем бежать, не надо ни под кого подстраиваться. И не испытывайте варианты вот так или вот так. Они все неверны. Чувствуйте сердцем, оно вам верно подсказывает. Ну, в принципе, как и связь влияет на вас, тоже уже понятно, да? То есть она взращивает в вас любовь к себе. Яркой, стабильной женщины. Ну, давайте тогда посмотрим, почему вы встретились. Все-таки зададим такой вопрос. Почему и когда, для чего? Ух ты, 3 старших аркана. Прям красота. Люблю, когда так выходит.
Двойка жезлов. Во-первых, вы встретились на перепутье. У обоих у вас пришел момент, когда вы должны были встретиться. То есть это было уготовано уже самой судьбой. Это без всяких вариантов. Это 100%. Оба сидели, смотрели в окно. Я сейчас утрирую, да? А что там дальше, как в жизни? Все, пришел урок. Пришла судьба. Сейчас мы это разберемся. Как кармическое это или что дальше и так далее. Но сейчас вот так было. Пора было духовно вырасти. То есть пришел этап, ну это в принципе и к карме сразу относится, да. Пришел этап вам обоим, вы друг для друга рост духовный. Вы должны себя полюбить. Он должен в себе раскрыть больше чувственности, доверия, чтобы создать с вами крепкий союз, надежный, да, по пентаклям. Помните, король и королева у нас сидят здесь, вот так. Чтобы с вами создать союз, он должен полюбить, научиться любить, а не только руководить и решать все вопросы, особенно просто материальные или бытовые, как бы это не столь важно. У вас просто связь намного глубже, чем просто поехать вместе купить новый диван или телевизор. Понимаете, о чем я говорю? У вас фундамент связи заложен энергетически, духовно для роста обоих. Влюбленные вышли. Здесь эта карта именно союза. Вы вышли рядом с союзом. Двойка чаш уже помните, да? То есть смотрите, как двойка чаш, десятка чаш пошли, да? Здесь путаница с вашей стороны и вмешивается колесо фортуны. Она вообще любит везде сразу вносить свои коррективы, когда пришло время для духовного роста. И карта Луна здесь показывает, что у вас еще одно подтверждение, что связь есть. Очень сильно. Эта карта именно в энергетической связи говорит прямо об ментальной связи крепкой, как и жрица. Опять подтверждая весь смысл расклада. Опять же она вас повернула так, фортуна, что вы духовно росли, не зная еще многое. Поэтому процессы были, да, притирания там, моментов, а он или не он, а я хочу так, а он хочет так, да. То есть в данный момент получается, да, почему вы встретились, это реально кармическое движение между вами. Ну, давайте досмотрим кармические элементы все-таки еще. Да. Сейчас я вам даже здесь... Страхов много было. С его стороны. Вот мысли, страхов. Он прям накручивал себя насчет, а будет ли у него будущее в тот момент. То есть его тоже подтолкнули. Да, солнце вышло. Его подтолкнули строить свое счастье с вами. Расти. Здесь даже не то, что счастье с вами строить, а расти. Растить в себе свет. Потому что, смотрите, опять как резонирует император, да, но мы здесь немного вас увидели, и его, да, здесь мы возьмем, так как король вышел, он зеркалит с императором. Король мечей, тот же руководитель, хладнокровно мыслит, то его больше практичность устраивает, ему не нужно там сюси-масюси сильно, ну, то есть вы поняли, да, о чем я говорю. Ему нужно было этим светом пройти многое, плюс осознать, что у вас, кстати, даже может так срезонировать, что вы уже не первую берете с ним кармический этот договор, пройти вот, или не прошли до этого, или должны были пройти, потому что по роду вы еще могли быть связаны с ним. То есть уже могла быть связь, поэтому такая крепкая. Давайте посмотрим потенциал будущего. Какое развитие вообще при текущем сценарии, да? Что хочу сказать? Новый этап. Однозначно будет новый этап. Будет отпущение каких-то... Знаете, да, я правильно вам сказала, вам надо это пройти, потому что у вас очень много страхов. Вы даже оба хотите быть вместе, но почему-то где-то внутри вы боитесь. Я говорю, скорее всего, в прошлое что-то вы уже было то, что теряли. Ну, это сейчас и про эту жизнь, и про предыдущую можно сказать, да, кто как к этому относится. Можете про прошлое подумать, что уже страх есть, совместного не получится. Нет веры. Во-первых, вам нужно отпустить прошлое обоим. Ну, если вы вместе, если вы общаетесь и сейчас решаете, да, какие-то процессы, то поговорите об этом. Если не вместе,
Просто говорю вам, доношу информацию, что вам обоим нужно освободиться от прошлого. Обоих вас очень тянет вот в это состояние. Очень много прошли. Особенно плохого, негативного. По дьяволу это вообще это зависимые, тяжелые отношения, больные отношения, да, болезненные отношения. То есть и дальше двигаться нету веры. Тут ни сил нет. Если была пятерка пентаклей, там нет сил. Здесь пятерка мечей. В этой колоде она вообще голова на бекре, ничего не понимаю и не верю. Сил для того, чтобы вот это построить, нужно свою энергетику обратно вернуть, понимаете? Убрать. Я понимаю, что это тяжело. Прошлое вообще отпускать очень тяжело, но нужно отпустить, потому что потенциал есть. И вера появится. Давайте посмотрим на тех, у кого, кто не вместе, да, то есть мы как бы все-таки возвращаемся к первой более-менее той версии, да, где есть связь, но не понимаем, что дальше. Давайте такой вопрос зададим. Что нужно понять или сделать, чтобы освободиться? Укрепить или гармонизировать эту связь? Что нужно сделать? Давайте прям спросим. Ну, я говорю, энергию вернуть. Сделать первый шаг. Не держаться за свой комфорт вообще. Вот как. Здесь выходит и дама мечей, и король жезлов. Я говорю, вернуть свою энергию. Однозначно. Здесь король спроецировал именно энергетику. Вот как я вам говорила. Открыться нужно. Нужно открыться. Не держаться за это. Потому что держаться, думать, ну, как бы, а смысл? То есть нужно открыться. Давайте совет просто спросим сейчас. Что ты должна понять прямо сейчас? Вот сейчас просто посмотрим. Я вам тогда уже совет скажу. Голова, да, у нас она имеет мысли, ум, да, ум и мысли. И, к сожалению, мысли иногда нас просто заводят в такие тупики, которые нам не нужны. В данном случае мысли и сердце просто в конфликте в таком, а нужно баланс. Нужен баланс, нужно терпение, умение, смирение. Во-первых, нужно это принять. Осознать, что эта связь есть. Осознать, что она дана для того, чтобы ты себя полюбила, он научился любить. Заметьте, не он себя научился любить по императору, он себя и так любит, а научился любить других. Ну, тебя в данном случае вообще больше эмоций в нем появилось. А ты должна научиться любить себя. Проникнуть в эту, так сказать, прям раствориться в энергии императрицы для того, чтобы понимать, я цена, я прекрасна, я хороша. Не эгоистично, а именно для того, чтобы он на этом уровне смог рядом находиться. И ты, и он этого хочет. Но пока ты не вырастешь до этого уровня, он не вырастет, будут притыки. Потому что вам этот урок нужно пройти. Вы судьба друг для друга, но урок из этого процесса нужно вынести и его пройти. Это то, что я выше сказала. Поэтому нужно сбалансировать, особенно мысли. Я говорю, из-за этого не хватает энергии дальше двигаться вперед. Веры нет. Открыться не хочу, сижу, закрылась, я держусь за сумку, отвернулась спиной. Умом все думаю. Перестань. Отпусти. Посмотри на это с другой стороны сейчас, послушав этот расклад. Сейчас я все-таки досмотрю еще один момент. Помните, я говорила из прошлого неверия каких-то моментов, что это может быть из прошлого, что уже что-то происходило или в вашем опыте, или в совместном опыте, да, в других жизнях. Башня разнесла вам тогда все, потому что вы должны были идти дальше за своей звездой. И это уже длится, ну, я скажу, не 1 месяц и не 2 месяца. Это больше, это год, может быть, 5 лет у кого-то. Но это правильно, это пошло от сердца. И не зря вас потянуло в эту связь, не зря вы с ним встретились, понимаете? И помните, что вы не случайно попали на этот расклад. Возможно, именно сейчас пришло время понять, что нужно этот урок пройти и уже впустить свою судьбу, как говорится. Да, медленно, но верно надо работать, идти и двигаться в этом направлении. Если понравился расклад,
откликнулся, помог. Уже сейчас на этапе, когда вы слушали и смотрели. Пишите комментарии, я очень рада всегда вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы скоро увидимся.